Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. В этом видео мы будем проводить очень важную подкормку по увеличению плодов на томатах. Ситуация такая, что уже пошел налив первых кистей, но еще необходимо, чтобы продолжал плодотворно развиваться куст. Потому что верхние кисти, они еще как бы не думают наливаться, они еще даже не образовали плодов. Первые кисти, они уже, ну, некоторые крупные, первая, конечно, вторая вот такая, вот здесь вторая кисть, третья уже наливаться пошла, четвертая образовывается потихоньку, пятая, шестая еще в стадии. Всем этим кистям сейчас нужно разное питание, разные элементы, чтобы и увеличивались одни, и завязывались другие. Чем лучше всего подкормить? Тут нужно исходить из того, в каком виде у вас сейчас куст томата в общем. Смотрите, если куст мощный, листья достаточно большие, стебель такой достаточно развитый. Кстати, я недавно показывал эти же кусты, были завернуты в бараний рог листочки вообще подкрученные. То есть эти растения жировали. Мы провели калийные подкормки. Монофосфатом калия я подкармливал 2 раза по 10-15 грамм на 10 литров воды. И ситуация изменилась. Листья расправились, ствол стал такой немножко худее, и верхушечка начала истончаться. А органическое вещество, которое было в жировавших листьях, в верхушке жировавшей органическое вещество, оно пошло на налив плодов. И мы сейчас, ну вот таким образом, подрегулировав немножечко распределение веществ в растениях, способствуем наливу и увеличению урожая. Что делать? Чем подкормить? Друзья, вот сейчас растению все нужно. И азот, и фосфор, и калий в том числе. И, конечно же, микроэлементы, чтобы оно продолжало планомерно развиваться. Поэтому мы используем удобрения с формулой 5 азота, 10 фосфора, 15 калия. Что будут делать эти элементы? Азот 5, он будет продолжать развивать листостеблевую массу. Почему так мало азота? Да потому что у нас очень мощные растения. Потому что азота было в избытке раньше, и он никуда не ушел, он сохраняется. Поэтому чуть-чуть подновляем азот, чтобы не продолжил дальше утончаться стебель, верхушечная часть. Азот будет помогать поддерживать его на должном уровне, чтобы он в такую ниточку не превратился. А это вполне возможно, если сейчас будет ощущаться нехватка азота из-за оттока органических веществ в плоды. Фосфор. Вот 10 это фосфор, да? На втором месте, десяточка. Это фосфор. Вот фосфор это как раз то, о чем я говорил. Это цветение вот этих кистей. Поэтому фосфор нужен сейчас. Фосфор он всегда нужен, он в каждой клетке растения находится, в том числе на начальном этапе корень он помогает развивать. Ну вот сейчас не будет цветения без достаточного количества фосфора. Поэтому фосфор в удобрении присутствует. Ну и калий. Калий больше всего. Да? Вот 15 это калий. Друзья, калий продолжает способствовать оттоку органического вещества из листьев. Они просто наполнены сейчас вот этими органическими веществами. Видите, какие большие листья. И вот оно пошло, и оно наполняет вот эти плоды. Если только прервется процесс оттока органического вещества из листьев в плоды, плоды останутся мелкими. Поэтому большое количество калия на этом этапе будет способствовать укрупнению первых нижних 3 кистей. Фосфор будет способствовать цветению вот этих. Ну а азот сейчас поспособствует увеличению, утолщению, слегка поддержанию на должном уровне толщины стебля, ну и величины листьев. Какие можно заменить? Есть удобрение мастер 3, 11, 38. 3 азота там, фосфор и большое количество калия. Немножко оно не такое, конечно, по соотношению, но тем не менее в нем есть увеличенное количество калия, который будет способствовать вот перетеканию веществ. Смотрите, мы по 1,5 литра сейчас вот на такие взрослые растения в пакет, а мы выращиваем по пакетной технологии, 1,5 литра в пакет
такого хватает. Особенно по пасмурной погоде. Растения чувствуют себя хорошо. Они в нормальном тонусе, в нормальном развитии. Вот, друзья, что хотел рассказать в этом видео. Оно не совсем короткое получилось, но я думаю, очень полезное для того, чтобы уже начинать самостоятельно определять, чего и когда вносить под растения, чтобы они нормально развивались. Мы продолжим. Вам желаю крепких растений, здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.